Всех приветствую на меловом. Сегодня долгожданный мел Тунгыш Тарас, который, как вы, так и я, очень долго ждали. Давайте начнем с описания, да? У меня здесь оно записано. Легендарный школьный мел Тунгыш Тарас — это общее описание о всех 4 видах. Создан из чистейшей природной меловой муки. Главная особенность мела Тунгыш Тарас — это только природный мел и ничего лишнего. Экологично чистый продукт, не токсичен. 4 вида: синий, зеленый, красный, коричневый. Высоко ценится мелоедами. Ну что ж, какое-то такое описание. И начнем, пожалуй, вот с этой вот коробочки синего мелка Тунгыш Тарас. Он мелок молочного цвета. Сейчас я свое подробное описание, конечно, назову, но сначала описание, которое, как сказать-то, от производителя, так скажем, даже не от поставщика, а именно от производителя. Так, мелки молочного цвета, на срезе белый, с гладкой поверхностью, меловой вкус с нотками молока, сливок, побелки, мокрого бетона, без посторонних включений, чистый по структуре, средней плотности, при разломе хрустит. И, в принципе, можем начать его пробовать. Так. Важно сказать, что для начала то, что он молочного такого цвета, я соглашусь. На срезе внутри он действительно намного белее, чем снаружи. Поверхность у него очень гладкая. Также не написано, но он очень маркий. По вкусу. Ну, молоко не чувствую. С бетоном могу согласиться. И даже, наверное, ближе именно к побелке. Я до этого описания не читал. И очень зря. Я от него ждал большего, если честно. Но самое важное, что в описании есть, общее описание, да, всех 4 видов, то, что он сделан из меловой муки. Да, это действительно природный мел, в нем нет никакого гипса и так далее, но он состоит из меловой именно муки. К сожалению для меня. Вот здесь теперь без посторонних включений чистый. Ну, тут соглашусь, да, сложно с этим не согласиться. По структуре средней плотности, ну, смотря с чем сравнивать. То есть он действительно, ну, хорошо так откусывается, но практически моментально в кашицу, потому что все-таки сделан именно из меловой муки. При разломе хрустит. Вот именно, что только при разломе хрустит, а потом сразу же в кашицу. Ну, в целом, не помню конкретно по остальным всем 3 точнее, вкусам, но синий мне понравился. На самом деле он такой интересный и вкусненький, поэтому, что ж, я предлагаю двигаться к следующему вкусу. Пусть это будет, допустим, коричневый. Хотя нет. Лучше начнем с зеленого. Зеленый. Мелки цвета топленого молока. На срезе белый. То есть пока что, в принципе, то же самое, что и синий, да? С гладкой поверхностью. Опять то же самое. Меловой вкус с нотками побелки, мокрого бетона. То есть здесь частично ушло описание вкуса. Ну, в отличие, отличительно от синего, да? А вот, допустим, без посторонних запахов, включений, чистый, по структуре средней плотности, при разломе хрустит. Остальное все то же самое. В принципе, все то же самое, кроме того, что вкус молока и сливок. Остальное остается. Давайте пробовать зеленый. Внутри ближе схож не к белому цвету, а то, что снаружи показывает. То есть такой, и снаружи такой цвет топленого молока, я бы так сказал. Белый, точнее синий,
цвет более, действительно, очень прям белый внутри. А этот сероватенький. Топленый, как топленое молоко, действительно, цвет. Привкус звездки также очень отчетливо чувствуется. Ну и бетон то же самое. То есть только одно отличие лично для меня от синего. Это более смачный хруст, который держится чуть подольше, чем у синего. Как по мне, я так понимаю, это что-то то же самое, что и прессованные сливки, наверное. Поэтому кому нравятся прессованные сливки, тому понравится тунгыштерас, а кому нравится тунгыштерас, тому понравятся прессованные сливки. И еще один момент. Почему из этих двух все-таки больше мне понравился синий, хотя этот хрустит получше. Прям микрочастичка соленоватости в нем проскальзывает. Редко, но проскальзывает. Также цвет синий прям белехонький снаружи, да? Когда разлом происходит, то он внутри еще белее. А вот зеленый снаружи, он прям такой, прям действительно цвет топленого молока. Такой сероватый немножко цвет. Поэтому, думаю, из-за этого я вот и сказал то, что внутри тут еще белее, да и как и снаружи в принципе. Что ж, для меня разница только в хрусте здесь и небольшая соленоватость проскальзывает. Поэтому мы переходим к следующему сорту. Это красный. Мелкие, белого цвета, с гладкой поверхностью, с нотками молока, сливок, побелки. А вот здесь уже бетон исчез. Без посторонних включений. И еще такой момент, он самый белоснежный по описанию, также без посторонних включений, чистый по структуре средней плотности, при разломе хрустит. То есть здесь в плане описания почти ничего не меняется, исчезает только вкус бетона, и он становится самым белоснежным. А кстати, если подумать, то самый белоснежный все равно остается у нас синий. То есть он намного белее, чем даже красный, хотя по описанию он самый белоснежный. Также еще такой момент. Ну ладно, давайте сначала пробую. На самом деле это интересно. На постоянной основе не смог бы кушать, но вот так реденько мне понравилось. Хотя вкус, вот это вот состояние, в принципе, во рту, оно, знаете, на что похоже, будто какой-то картон или бумагу переживал. Прям похоже. Так, еще раз, для меня они довольно похожи по цвету с синим. С зеленым даже не сравниваю. Отличие прям очень большое, поэтому сравниваю с синим, сравниваю красный. По цвету, еще раз, синий белее, и синий мне понравился чуть более, потому что он чуть тверже, а в принципе все одно и то же. Вкус. Вкус, кстати, в синем тоже лучше раскрывается. Здесь я как-то плюс-минус действительно ничего не почувствовал, но вот этот вот такой, не то чтобы оригинальный, как правильно это назвать, странный, что ли, вкус, именно действительно вкус, консистенция, привкус вот этот, будто действительно жуешь бумагу. Ну, что-то вот это интересное, в принципе, тут говоришь, раз. Давайте переходить к самому интересному.
Это у нас уже, соответственно, зеленый, да? А нет, коричневый. Особенный мел в данной линейке произведен из природного соленого мела, мелки мелового цвета, на срезе белые, с гладкой поверхностью, имеет мягкий соленоватый меловой вкус, с нотками, соответственно, также сливок, молока и побелки. То есть, опять, как и получается в красном вроде бы, да, и зеленом исчезает у нас бетон. Ну и продолжение описания такое же, без посторонних включений, чистый по структуре средней плотности, при разломе хрустит. Здесь, так я сказал, то, что он самый менее такой хрустабельный, как правильно назвать, поэтому переходим к коричневому. Ну вот так вот, кстати, если пробовать, я бы не сказал, что особо чувствуется, что он соленый. Я теперь чувствую. По цвету он стоит, вот давайте так, самый светлый, от самого светлого к самому менее темному пойду. Самый светлый синий, потом более такой блеклый, да, это вот красный идет, и потом уже идет вот коричневый, он такой что-то между светлым и вот этим действительно цветом топленого молока, как у зеленого. Зеленый на последнем месте по цвету. Ну тут так могу сказать. Я не чувствую ни топленого молока, ни бетона, ни сливок. Что я здесь чувствую? А чувствую я здесь следующее. Для меня консистенция, хруст, в принципе, как он откусывается тяжело или легко, да, это все тот же самый красный. Но, опять же, такой момент, здесь из-за того, что соленоватость есть, здесь я чувствую, как скал бумагу, вот что-то такое, будто жуешь картон, то здесь ты этого не чувствуешь за счет того, что консистенция такая же, но ты не чувствуешь что это вот бумаги и всего подобного, ты чувствуешь здесь вот эту солинку. Она здесь такая же, кто вот пробовал, допустим, белый соленый мел, да, вот настолько же она тут небольшая. То есть, если сравниваем с какой-нибудь там глиной или чем-нибудь подобным, то есть такая средняя легкая соленость. С описанием. Описание почти у всех четверых одинаково, как мы заметили, да? Но где-то оно частично меняется. Так вот с этим микроизменением я не согласен. То есть оно действительно здесь где-то есть этот вкус, да, но он относится везде не туда. Подробное описание каждого сорта посмотрите в описании ролика, там же можете и заказ оформить в группе ВКонтакте. Теперь давайте по хрусту. Самый твердый хруст. Наверное, я все-таки соглашусь с тем, что пусть это будет все-таки синий, потом идет зеленый, а эти два на одном месте. Ну, цвета вы, соответственно, видите, да? Ну, на самом деле, они очень похожи по хрусту. Очень быстро растворяются, очень быстро в кашу. Даже кашица, она очень отличительна от вот этих двух. Если вы хотите что-то такое новое, интересное попробовать, то можно заказать попробовать. А если вы любители такого чего-то подобного, то, конечно, вам это понравится. Но мне понравился прям синий очень сильно. И этот, потому что в нем тоже есть солинка, но она очень редко проскальзывает. И поэтому эти два сорта прям понравились, с учетом того, что они побелку еще выражают хорошо. А здесь этого практически не чувствуешь. И здесь есть солинка, допустим, в коричневом, да. Но опять же, своя оригинальность. Этот оригинальный для меня. Вот если смотреть по описанию, они вообще одинаковые. Типа, в чем разница, да? Тут этого микроизменения. Но лично моя разница, которую я почувствовал. Синий, самый твердый, отчетливый вкус.
побелки, в принципе, такой меловой вкус, хорошо раскрывающийся. Здесь небольшая вот эта вот солинка есть, он чуть-чуть помягче уже идет. И, в принципе, немножко даже заглушен вот эти вот привкусы побелки, как, допустим, в синем. Красный. Красный для меня это привкус бумаги. Это что-то вот так, вот эта консистенция вся, будто ты жуешь эту бумагу. Он очень легко откусывается, он очень быстро уходит в кашицу. И коричневый, все то же самое, что и красный, вся та же самая консистенция, только нету вот этого самого вкуса этой бумаги, и здесь есть эта солинка. Какое-то такое описание, в общем, пишите, что еще из интересного, подобных каких-нибудь мелков вы знаете, я закажу, сделаю описание. Ну и жду всех в комментариях, что вы скажете по поводу мила тунгыш террас. Также важная информация, если вы заказываете, допустим, не у меня коробки идут именно по 800 грамм, большие самые. Здесь 40 мелков. Есть еще коробки, которые в 2 раза меньше. Они идут, получается, 20 мелков и там 400 грамм. Поэтому, если будете заказывать где-то в другом месте, пожалуйста, проверяйте этот момент, потому что вдруг вы закажете за, как сказать, среднюю, допустим, стоимость, да, думаете, заказываете большую коробку, а в итоге вам придет маленькая. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Мне тунгыш террас понравился.